Дамы и господа, здравствуйте. Вы на канале BioStream, с вами Михаил. Продолжаем мы замечательную игрушку RPG-стратегию, как Spellforce 3, Salt Hard West. Продолжение типа основного сюжета, ну, то есть после событий основного сюжета. Вот, у нас 8-й стрим прохождения. Добрались мы до коммуны, по-моему, какой-то там в подвале, в общем. Колоброк. Вот. И у меня вырубили свет, да, друзья. У меня, ну, трансляция может оборваться в связи с тем, что идут какие-то там капитальные ремонты, работы, в общем. Сегодня опять свет вырубали. Надеюсь, что нам дадут хотя бы 2-3 часика поиграть, постримить, пройти побольше компанию. Вот, как-то так. Всем приятного просмотра, вам отличного настроения. Буду рад вашей поддержке. Пишите комментарии, может быть, как-то вы по-другому проходили. С удовольствием прочитаю. Вот, ну что, так, у нас одиночная кампания. Да, вот я сохранился. Там был какой-то босс типа. А вот, Колоброк, заброшенная коммуна. Помещение храма усыпано обломками глиняных сосудов и сундуков под толстым слоем пыли. Обломки, запечатанный вход указывают на то, что это священное место было не раз потревожено, хотя не первый взгляд. Все ценное давно унесено. Вас не отпускает чувство, словно здесь еще таится что-то, словно послание в бутылке, вынесенной волнами на недалекий берег. Мишанька, здравствуй. Ты прям самый первый. Вот здесь у меня упал босс. Ну, пал босс какой-то там, типа нежить. По заданию у нас найти Саареп. Это, по-моему, чья-то сестра. Явиться короле, понятно. Найдите Винкулум. Доберитесь до нижней части Колобродских пещер. Перебейте всю нежить снаружи коммуны. И вернитесь к аспиранту. Снаружи коммуны это 96% у меня завершено. То есть, я так полагаю, здесь надо что-то обойти, да? Хорошо, давайте мы это с вами сделаем. Сейчас посмотрим, где кто что. Нет, это мы сейчас на выход идем. Да, мне очень понравился друид, хотя я начинал с 2 лучниками и так далее. Понравился друид, это 3-я аура, это 3 ауры, прям вообще мощь. Причем друид также может лекать. Ну, в медведя превращение там и так далее. Ну, не знаю. Может быть, потом что-то сообразим, сделаем. Зачистка. А как мне зачистку-то произвести? Может быть, сюда телепортироваться надо? Сейчас, значит, обойдем. Снаружи коммуну. То есть сейчас мы в этом, в храме или где-то там находимся. Может быть, здесь как-то ниже. Ребята, Мишань, если на стрим, дай знать. Нормально, слышно, видно. Так, в 2 словах. И спасибо на этом. Если не сложно. Телепорт там, да? Тут у нас выход. Как-то странно, она слишком короткая. Пещера, никуда не свернуть. А где тогда я смог пропустить, если снаружи 96%? Тут, видимо, где-то еще один по нежити. Ну да, это тот же самый храм. Как раз таки вот на нежить. Найди кости мстительного духа. Он что-то прям на колдуна у меня подсел. Не понял. Не понял я, друзья. Как он тут напал? И все равно 96%. Зачистка перебить всю нежить. Не, нам все равно получается уходить. Колоброк. Хорошо, давай выйдем. Давай. Может быть, вовсе не в катакомбах в этих?
А, ну все правильно, вот она. Вот она, друзья, получается, снаружи коммуны. Пожалуйста, хватит уже. Это кто у меня так это прям... Лиз говорит, хватит. Вернитесь так. Отсюда же нежить шла, точно, я вспомнил. Вот. Тут, знаете, как можно, я так думаю, было бесконечно бить нежить, но все равно этот дух куда-то пропал. Найти кости мстительного духа. Доберись до нижней части Колобродских пещер. Хорошо. Это как раз, видимо, там и есть. Так, здесь, если мы зайдем... Интересно, а где мы покажемся? А, вот. Тут интересные загадки. Помните, мы помогали призвать там какого-то Вильяма духа. Помните, там юг, запад, восток. В прошлой серии, кому интересно, гляньте, вообще огонь. Ну, загадка, в принципе, несложная, просто надо было в определенном порядке сделать. Так, превосходно. Я знал, что ты справишься. Вот оплата, все как обещал. Премного благодарен, ты меня просто спас. Найди эссенцию духа, новое задание. Найди, покажи письмо. Это, видимо, не здесь, это другие места. У нас сейчас найти кости мстительного духа. Это получается Винкулум. Найди Винкулум, это спуститься вот сюда. Так, а это куда нас поведет? Что это такое? Похоже, кузнеца здесь нет. Смотри, на верстаке записка ушел на охоту. Это там нам не сильно поможет. Ну, возможно, он скоро вернется. Да, плюс еще каких-то гномов нам надо найти. Помощи в поиске. Типа 2 сына. Помните, нам тоже предложили, говорят, сходи там, найди моих 2 сыновей. Мы такие, ну хорошо, мы сходим. Майстиара, что-то там. Сокрушительный боевой посох зимы. И катана у меня имеется. Плюс... Не, я там что-то неплохо вроде как закупался. Тут вроде как пару колец, 1 к выносливости. Тут вообще амулет ко всем перкам, да? 50 здоровья. Блин, мне знаете, что охота уже поиграть, честно скажу? Это... Phoenix Point какой-нибудь. Я не знаю. Прям вот типа стратегия, все стратегия. Все лицо стратегия. Так, лады. Здесь мы тоже с вами были. Может быть, как вариант не бегать. Есть телепорт. Есть телепорт. Откроем, наверное, телепорт и рванем вот сюда вот. А оттуда уже подойдем как раз-таки к месту назначения, да? Вот, сундук. Сундук, по-моему, ржавый ключ. Требуется ржавый ключ. У меня его нету до сих пор. Догадок тоже никаких нету, где его брать, этот ржавый ключ. Подожди, это я в самое начало, не сюда немножко пошел. А, вот здесь вот выбирал. Я даже забыл. По-моему, вот это первая, это вторая. Это третья точно. Первая, вторая, третья, четвертая. По-моему, так. Заметь, опять этот дух. Что ему от меня, интересно, надо? Почему меня преследует? Смотри, и испарился. Кастанул какую-то обилку и испарился. Ладно.
Музыка прикольная. Вообще, прям не знаю, мне заходит, честно. Так, мы телепортнулись, да, и теперь найдите склеп разума. Хорошо. Так, еще ржавый ключ бы где-нибудь найти. Крабий помет. Крабий помет кому-то мы договаривались. Вот, как раз-таки кузнецу или еще кому-то надо приносить. Может быть, он ушел на охоту, как раз-таки он, они крабы ползают. А это кто это? Что это? Думаю, вот ответ. У друида неплохие две вот эти тоже пассивки. Один получается урон рубящий, колющий, ну, стрелковый. Да, плюс кровотечение. А другой получается осадный удар по земле. И все они такие сплэшем бьют. Ну, какую-то область покрывает. Сюда разве нельзя подойти? Да, к сожалению, нельзя. Тогда давай по всем закоулкам, сусекам. Может быть, здесь и есть какой-нибудь ржавый ключ. Найди логово кротов. А, я уже сразу в логово кротов, что ли, еще пришел? Ну, это вообще супер. Один отравляет, второй кровотечение там. Какие-то кроты слишком большие. В целом для кротов. Да, в Epic Games я сейчас, кстати, заметил. В Epic Games есть на Fallen God скидка. Или Fallen God. То есть это еще одно DLC дополнение к данной игре. Ну, как DLC. Там сюжет целый. Только уже играя за троллей. Аймана. Так, я все время забываю. Это призвать павших воинов. И одно отравление. Травится, травится. А что они, кстати, травятся? У них здоровье 3000, смотри. Да, ребят, 3000. О, это вообще 10 тысяч, это какая-то мать. И я такой с уроном там по 20 на 3000 накладываю отравление или там кровотечение. Ну, это очень слабо, наверное. А, друиду я еще поставил здоровый драконоборец, или как он называется, я вам сейчас покажу, он тоже нашел где-то. Вот. Драконья алебарда. Думаю, ну зачем ему посох? Надо что-нибудь такое, знаете, посильнее. Укомплектовать. Да, надо немножко разговориться. Так. Инкрустированное золотое ожерелье. Угу. Предмет для задания. Лады, забираем. Вот подсвечивать бы еще тут нет. Так не подсвечивается, к сожалению. Просто, ну, я имею в виду вещи, которые я, допустим, пускаю к тому, чтобы подсветить бы. Они и так, в принципе, как бы светятся. Так, это панцирь. Нам надо... Так, найди склеп. Склеп теперь. Боже, камень. Если так смотреться, тут жили, да? Смотри, лодки. Крабий помет. Лодки всякие. Опять он, что ли? Ну, я навряд ли его убью.
Какой-то дух нас преследует время от времени. Вот. Полагаю, это кладбище. Почему оно за городом? Темный эльф относится к усопшим с меньшим почтением, чем люди. Тело для них просто средство жить. Если душа его покинула, он уже пустая оболочка. Большинство тел передаются в распоряжение некромантам высокого отца. Настоящие похороны — это роскошь. Тогда пойдем искать склеп этого места. Ну да, вот они, кости его надо найти, который дух нас, видимо, и преследует. Обязательно, конечно, полазим, смотри-ка. Грязный старый меч, двуручный. Вялое замедление вызывает. Но он уже, по крайней мере, не простой белый, не зеленый, а уже какой-то синий. Да, говорит, что у него статус как оружие уже получше. Вот опять же, тут ничего не подсвечивается. Видимо, просто надо вот так вот наводить на могилке. И где-то искать эти косточки. Того самого духа. Призвал какого-то скелета. У тебя есть что-нибудь? Кто здесь? Смотри, старый посох смотрителя, жезл двуручная. Редко интеллект, связанная характеристика. Несмотря на годы в сырой земле, на рукоятке отчетливо видны темные эльфийские руины, похожие на те, что вы видели при входе в колобродские склепы. Выглядит неплохо. Подними его повыше, когда окажемся... Что-то, когда окажемся... Быстро слишком закончился диалог. Вот еще пропустил. Ух ты, смотри, какой паренек-то вылез. Здоровый. Так, это у нас грязный старый боевой посох. Плюс 5 концентрации. Нет, это нам пока не нужно. Так, еще раз по склепам пробежаться. Нигде ничего я не прозевал. Нет, вроде бы вот это последнее осталось. Похоже, боже, хватит. Ну, мы, получается, его нашли или он... он, видимо, просто вылез, да? Вместе со скелетом. Ну что ж, идем. Вот, похоже, это тут. Заперто. Защитный механизм. Скорее всего, доступ есть лишь у родственников и других магов разума. Последним обычно позволяется вход на случай, если некромантам потребуются новые тела. Разве ты не некромант, видимо, или что-то там маг? Он спросил. Уже давно нет. Ну да, Рейд типа ушел или изгнали его там как-то. Он спорил тут с одной предводительницей. Так, ну присмотримся к остальным могилам. Есть вероятность, что кто-то менее состоятельно погребен. Там вместе со своим посохом или эмблемой. Слушай, ну посох есть. Вот, похоже, это тут. Так, теперь у меня один момент. Вот, старый посох смотрителя. Что-то зачарованный жезл. Что-то было про посох. Возможно, вот... Да, вот с ним он открыл склеп. Значит, все нормально. Мне теперь понять. Так, зачарованный жезл, урон светом плюс 91. Там, получается, на смотрителя плюс 77, но вызывает еще при этом слабость. Двойной урон живым.
Так, это у нас пламенный жезл. А почему они без урона? Тут кровотечение вообще вызывается. Это эпическое, да? Интеллект, атака в секунду. Каждую 1 секунду, пока применяется вражеская цель, получает эффект. Двойной урон ледяным существам. Что-то прям как-то анимация тут подзависла. Ну, против цели, типа вражеская цель. Ладно, с жезлами надо как-то еще побольше мне побегать и понять, как они вообще работают. Колоброк, склеп. Спустившись по лестнице, вы упираетесь в подземные, точнее, ворота. Вращая рычаг, который поднимает их, вы замечаете, что Рейд замер без движения. Так, с отсутствующим лицом, словно всматриваясь в незримую даль. Заметив ваш взгляд, он хмурится. Пойдем искать этот виникулум. Произносит он и проходит мимо вас. Или, винкулум. Винкулум, вот. Друзья, всем привет, всем добро пожаловать. Что-то у нас подгрузка. Но я на экране уже загрузки. Ждем, пока она загрузится. Но я как бы не сохранялся. Может быть, мы загрузимся? Пожалуйста. Вот бывает такое, типа, в прошлое мы сколько с вами не виделись в эту игру. Вот, все, пошла загрузка. Были быстрые загрузки, а тут, видите, как-то здесь прохладно. Добро пожаловать в Колоброк. А теперь пойдем искать винкулум. Какой-то винкулум или винкулум. Давайте поищем. Свиток устойчивости. Ну свитки это понятно. Это мы уже видели. Банки это хорошо. Я как бы закупался. Я помню зелье концентрации, зелье там излечения. Вот, это должно быть здесь. Словно кто-то хотел, чтобы мы его тут нашли. Получить свое распоряжение винкулум — большая честь для любого мага разума. Похоже, его владелец хотел, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, насколько он был влиятелен. Мы можем просто его забрать. Других вариантов у нас нет, но будем осторожней. Просто так забрать. А вот про следы... Я сейчас не помню, когда вызывали, мы делали обряд, говорили следы про какого-то мага, что ли. Вот эти самые следы, как бы искаженные. Стоп. Подожди, давай-ка мы сделаем здесь на всякий случай какой-нибудь легкий сейв. Раз, забрали талисман. Ну да, не просто так все. О, хранители, откуда взялась эта стена пламени? Готов спорить, очередной защитный механизм. Ну, этого следовало ожидать. Но теперь мы в ловушке. Мы можем что-то сделать. Я могу попытаться, но это могущественное заклинание. Хотя, возможно, винкулум нам поможет. То есть талисман. Как? Надень его. Вообще, блин, здорово. Я еще должен талисман. Слушай, может быть, мы как раз-таки этому Рейту и оденем? Он не может его использовать. Вот талисман где. О, предки, что это за свет? Разлома. Винкулум еще действует. Это все очень здорово, но стена никуда не делась. В нашей реальности да, но, может быть, других уже нет. Свет вокруг нас — это то, что мистики называют разломами. Окна в иную реальность. В другую реальность. Мы куда-то сейчас пропадем. Так. Слушайте Рейты дальше. Как разрыв, что создал бог света?
Нет, представь, что в плотном куске шелка есть крохотное место, где ткань настолько тонка, что сквозь нее видно свет. Это разлом. Если его трогать, он безопасен. Это естественная составляющая завеса. Сквозь него ничто не просочится. Бог света с помощью Рональда Ликайна порвал ткани в дыру с размером ребенка. Разлом позволяет устанавливать кратковременную связь между нашей реальностью и той иной. Эта связь позволяет перемещать предмет туда и обратно. Поскольку где-то должна быть реальность, в которой стена пламени не появлялась, нам нужно лишь найти разлом, в который ведет туда, и призвать оттуда эту комнату вместо нашей. Фига себе, как это. Ну, поняли, да? Короче, дверь из другой реальности нам надо найти. Так, ты не знаешь, почему разум решил учителя Саареб Зоо? Слушай, за дело давай. Как использовать? Как окажешься вблизи разлома, нужно влить в него каплю магии, если ты маг. Да, интересно. Так, давай посмотрим. Я так полагаю, у нас есть 4 разлома. Каждый из них то ли нырнуть надо, то ли еще что-то сделать. В одном из разломов, возможно, мы окажемся за пределами стены ловушки, в другом, наверное, за сундуком. Ну, давай по порядку. Мое мировоззрение. Какое достижение, друзья, открылось. Смотри-ка, рычаг. А, все сработало? Вероятнее всего, архитекторы склепа решили спрятать рычаг в другой реальности, чтобы они сами могли отключить ловушку на случай грабителей. А случай грабителей нет. Клянусь предками, это так поразительно. Панцирь Архонта. Что ж там такое за панцирь-то? Я одеть его, что ли, не могу? Вот дает. Так, а тут вроде все, да? Слушай, интересно, талисманы я хочу отметить. Давай посмотрим. Здесь надо интеллекта 7 и, по-моему, сила воли 7. Типа очень хороший доспех на колдуна. Не имея, не требовательный, в принципе, к выносливости, но требовательный к интеллекту и воле. Да. Тут вообще с интеллектом у меня проблема. Подойдет только на рейта. О, концентрация. Смотри-ка, я тут тебе нашел... Во-во-во. Вот так ты прям эпично смотришь. А это что такое? Зимний жезл. Вражеская цель получает эффект. Вызывает заморозка. Двойной урон огненным. У меня ледяным. Во-во-во. Смотри-ка. Нет. Ну, прикольно, согласитесь? Выглядит-то. Главное, у него посохи еще, да, под каждый, скажем так, под каждого противника огненные, ледяные. Ну, давай вот так вот оставим. Вроде мы против демонов постоянно нежити. Так, а где это-то? Вот, как раз-таки он к нему подходит. Воля есть, выносливость есть. А ему останется только интеллект на 2 вкачать вот этому рейту. И он оденет панцирь Архонта. А он, кстати, этот панцирь, чуть лучше, чем усиленные латы в плане защиты от света. Да, достойно. Хотя панцирь гораздо проще найти, допустим, или купить. Тут одно требование выносливости. Хорошо, идем. Стой, а где мне кости найти мстительного духа? Найди кости мстительного духа. Это типа мне выйти надо все равно. Может быть, они здесь? Подожди.
Или мне с этим амулетом наверное, с этим амулетом по кладбищу сейчас пройдемся. И поклацаем. Какие-то тайнички, я думаю, находим мы с вами. Так, что теперь? Как нам выяснить, куда отправился Сааре? Когда кто-то носит винкулум, магическая аура вокруг него изменяется. Если мы применим свой винкулум вблизи разломов в Колоброке, где она применяла свой, мы можем заметить ее следы. Следы? Скоро увидишь. Так, один след я помню прям в самом здесь вот где-то начале, так, как раз таки, где сундук вот этот железный был. А где мне мстительного? Так. Фил на связи. Данил, здравствуй, дружище, добро тебе пожаловать. Располагайся, приятного, как сам? Как твои дела? Лови лайк. Спасибо большое, спасибо. От души за поддержку. Спасибо. Ты это видел? Нет, разлом позволил нам взглянуть на прошлое. Посмотрим, что нам тут оставило. Грибы. И много грибов. Возможно, просто провиант. Она могла украсть их с какой-нибудь фермы для подготовки к побегу. Давай искать другие разломы. Если мы найдем их все, то, возможно, пойдем, куда она... Я хорошо, приболел немного, а как твои дела? О, не болей, не надо. Не болей, дружище, нельзя. Мои дела тоже потихоньку, помаленьку. Вот. Только что-то сегодня поспать не дали толком. Все капремонт, все делают, что-то сверлят. Свет, говорят, будем вырубать у вас там с 19 по 22 число. Короче, на протяжении этой недели. Я даже не знаю, как там стримы. Ну, бог с ним. Обрубит и обрубит. Ну, буду подрубать. Просто к тому, чтобы имели в виду зритель. В целом неплохо. В целом хорошо. Вчера списывался с одним блогером, Данил. Очень хороший канал. Там, не буду я его, да, там, скажем, упоминать. У него все прекрасно, у него рост идет именно на YouTube. Вчера с ним списывался. Сказал простую банальную вещь успешного канала. Говорит, я просто пишу гайды. Вообще ничего не делаю. Ну, в плане стримит игры, но пишет гайды. Все. Весь успех, говорит, весь залог. Я говорю, блин, от души тебе. А то ты сидишь иной раз голову ломаешь там с этими Google аккаунтами, не Google аккаунтами. Я там тоже списываюсь. Короче, такая вот делиберда творится. Ну, это в плане, конечно, не про игру, мы так в целом, да. Вот. Так что вот так вот. Поэтому стремление и труд все перетрут. Вырастем когда-нибудь. Я надеюсь, ничем серьезным там не болеешь? Приболел? Ну, приболел, простыл и так далее. Это еще ладно. Друзья, давайте, да, 2 минутки сделаем. Я немножко пойду подышу, освежусь на балконе. Уж очень душно у меня. Плюс еще лампа, это светит. Конечно, жарко. У нас свет тоже обрубали, у них там авария была. Понимаю. Авария была? Не, у нас просто, типа, это понятно, да, то, что авария. У нас просто не авария, у нас все переделывают. Сейчас, если надо пообщаться, пишите вопросы без проблем. Я уже на поправку иду. На поправку иду. Давай, выздоравливай. Нельзя болеть сейчас в наше время. Хотя и погода такая. Типа осенняя, все это. Я всегда под осенью, вот по своему организму всегда сопли что-нибудь такое. Насморк.
Я собирался канал поднимать свой второй, прикол в том, что у меня уже 2 сценарист ливает. Я сам могу написать, но желания нет. Канал поднимать, говорит, второй. Прикол в том, что у меня второй сценарист сливает. Ты типа режиссер, да, у тебя сценарист. Блин, такие молодые ребята, вы, конечно... Не, молодцы, Данил, серьезно. Сценарии там пишут всякие, такие придумывают. Что-то у меня клавиатура, по-моему, застряла. Ага, все. Майнкрафтеры. Не, ну в Майнкрафте, да, там я как бы тоже сколько роликов смотрел, там надо с сюжетом, сценарием по возможности. Так, опять на меня этот дух напал. Слушай, а на него это амулет не работает. Данил, желаю тебе искреннее выздоровления, поправляйся, выходи на поля интернета. Окей. Монтаж — это дело святое. Я не про Майнкрафт. Не, ну а сценарий-то куда-то ты же пишешь, правильно? Ладно, это уже такое, это не мое дело. Я просто в курсе, что ты по Майнкрафту. Я по поводу монтажа хотел тоже добавить. DaVinci бесплатно с сайта есть программка. Сейчас на Windows 10 поддерживается. Вот у меня в планах изучить ее. Она немного схожая с премьером. Вот, надо подучить. Выглядит интересно. DaVinci Resolve, что ли, называется? Мы собирались кое-что другое пилить, куда реально сценарий нужен. И они все разбежались, правильно? Ну, какие они? Так, зелье. О, что это за зелье? Запах омерзительный. Возможно... Сейчас, секунду. Грарихт какой-то. Растительный экстракт, которым натирают кожу, чтобы отпугнуть болотных насекомых. Ага. Значит, она направляется на Ларские болота. Полезная информация. Да, но на болото это почти что половина что-то пути. В After Effects Adopts. Ну, хорош. Я, например, далекий от этого. Не, учиться надо, конечно, этому делу. Если ты занимаешься. Малорик. Мои поздравления. Так. Это что у нас такое орче-копье? Я уже и дисклеймер сделал, и аутро. С виду орчи. Походу сломался. Сценарист, говорит, сломался. Понял. Сейчас. Так, с чего бы это ей покупать орочи копье? Ни малейшего понятия. Продолжаем. Да-да, помню, Данил, помню. Я так чисто от себя, ну, замечаю, что у кого есть, скажем, жилка к этому, да, кто умеет это делать, они делают аутро, интро там и так далее, но в основном, наверное, залог, ну, как бы, успеха, может быть, стримерства не в этом, все же. Вот. Кто-то просто вовсе этого не делает. И нормально, успешно получается вести канал. Но каждому свое, да, я согласен. Ага. О, да, как раз таки. К сундуку нас ведет, смотрите, ржавый ключ. Вот здесь вот я видел вот эти вот следы. Ключ и сундук. Превосходно. Посмотрим, подойдут ли они друг к другу. Пусто. Логично. Если тут хранятся ее ценности. Где это желательно использовать.
Так, логично. Тут хранилась ее ценности, но она забрала с собой, когда покидала Колоброк. Хотя, используя винкулом, если найдет... если нам, точнее, повезет, мы призовем сундук оттуда, где он был открыт. Не был открыт. Так. Я извиняюсь, я просто тут по сюжету втягиваюсь. Ну что, посмотрим. Карта. На ней намечен маршрут от Колоброка к Багровой Топе. У этого самого железного поля. Думаешь, она туда направляется? Ну, карта была размечена в другой реальности, так что уверенности нет. Но да, похоже на то. Нужно возвращаться к Катрасу. Так, друзья, давай прочитаем, что там. Ага, прочитали. Нельзя прочитать. Вот это кто у нас? Катрас, он здесь находится, это я припоминаю. А вот это что за передвижение? Так, все, телепорт у нас открытый. Смотри-ка. Я сейчас нажму сюда, может быть, добегу. Мне интересно, где найти кость Мстительного Духа. Наверное, тоже через этот амулет. Кто там? Опять нападает на нас. И у этого кое загорел. А, он просил же болотной этой. То есть не болотного, а крабового помета, ребят. Снова ты? Что теперь? Я попросил бы тебя отнести моей прекрасной даме еще подарков. Цветы, это хорошо, но теперь мои подношения должны не просто удостоиться легкой улыбки, они должны разжечь огонь в ее сердце. Опять посылку отнести. Послушай, ей бы куда было приятнее, если бы ты сам к ней пришел. Ты как ты не понимаешь? Я же не могу просто взять и подойти к ней и подарить подарок. Нет, все должно быть именно так. Прошу. Ладно, я все сделаю. Спасибо. У тебя их нет? Я же не могу бросить свои товары и сбегать за ними сам. За этим мне нужны... он нас, короче, просит куда-то сгонять за подарком и подарить. Вот здесь вот она стоит, возлюбленная его. Ладно, что нужно достать? 3 вещи. Золотое ожерелье, пору ее тонкой шеи, флакон лучших калорийских духов. Не калорийских, а калайских. Калорийских. И связку свежих яиц Нидари. Хорошо. Спасибо. В общем, ожерелье есть, духи у нас есть, и надо нам яйца раздобыть какие-то Нидари, да? А? Да, без проблем. Эй, ты, бледнокровный, подойди-ка сюда. Ну, началось. В чем дело? Мы простые путники. Не волнуйся, все в порядке. Скажи мне, бледнокровный. Ты своими бледными глазами много видишь, бледными ушами много слышишь. Как насчет того, чтобы немного заработать? Нам это не интересно. Точно? Если ты боишься потревожить царство, то все в порядке. Это будет наш маленький секрет. Все, что тебе требуется, сообщить мне, если вдруг узнаешь какую-нибудь ценную информацию в обмен на это, твой карман станет тяжелее на пригоршню золота. Что скажешь? Замануха. Какую именно информацию? Давай спросим. Да всякую. Вдруг что увидишь, что заметишь. Колоброк — большой город. В каждом уголке прячется что-нибудь неприглядное. Ты не видел здесь молодого любителя пыли? Мы надеялись, что ты нам можешь помочь. Мы кое-кого ищем. Юноша высокий, длинные волосы. Зовут Тевос.
Тевос, маленький наркоман, да встречал его раньше. Но обычно это случается, когда он попадает в неприятности. Увы, понятия не имею, где он сейчас. Я бы предложил, что он в итоге пал жертвой преступников, в котором ходил за порошком. Хорошо. Чего ты пытаешься добиться? Заслужить службу высокому отцу, разумеется, и при удачной возможности капельку возвыситься над своими сослуживцами. Тогда, несомненно, сила увидит, насколько я ценен. Обещаю, это будут обоюдовыгодные отношения или дела. Ладно, договорились. Возвращайся, если услышишь что-нибудь. И мы теперь типа слухи читаем. Что-то тоже верно. Так, а это что у нас? Подожди, друзья. Что это? Смотри, смотри, у моего прям там... Я не могу пройти просто. Это какой-то дух полетел, что ли? Не, вы видали? Какие-то тут светлячки летают. Эй, да ты! Вот сюда. Ты хотел мне что-то сказать? Тише, тише ты. Ты чересчур молод для жизни вне коммуны. Почему ты не со своей? Об этом я хотел поговорить. Ты сбежать пытаешься? Тише, меня зовут Девлас. Да, я сбежал из своей коммуны. Я пытаюсь сделать ноги из этого проклятого места, но мне нужна помощь. Я поделал документы, которые нужны, чтобы отсюда выбраться, но к ним нужна официальная эмблема. Без нее они бесполезны. Что за документы? Там приказ, согласно которому я отправился в Лараш, мелкую деревушку на краю царства. Буду записывать мемуары. Стражникам, конечно, все эти подробности по боку. Главное, чтобы все выглядело правдоподобно. Тогда меня выпустят, и я смогу рвануть. Что от меня требуется? Нет, тогда разум сообразит, что к чему. Но я знаю одного кузнеца, он специализируется на таких подделках. Тебе нужно будет уговорить его сделать эмблему, а затем принести ее мне. Я все сделаю, братан. Я вообще все деревни сейчас помогу. Договорились. Так, ребят, на удивление, где-то вот здесь квест. Яйца. Где же это яйца? Яйца не Дарьи, да, раздобыть? Сейчас, по ходу дела, здесь опять дух на меня нападет. Вон, полетел. Показывает нам, куда. Так. Не вижу этих тварей. Ненавижу, точнее. А куда мне... Подожди, куда он пытается показать? Чтобы я вниз спустился? Так, это где-то вот здесь вот. Оу, yes. Что-то воришки. Подожди. Опять он куда-то полетел. Во. О, level up. Когда будет прохождение хорроров по типу f.a.a.r. Сейчас, Данька, сейчас отвечу. Игра просто тяжелая в сюжете, тут как бы что не упустить. А когда будет прохождение хорроров по типу Fear? Данил, все, по-моему, 3 части есть уже на канале Фира. Прохождение, я проходил. Let's play.
Отлично. Это получается из Крайса. Не туралюсь. Вот, яйца Недари есть. А это ключ к северному болоту и документ черного отряда. Предмет для задания. Не-не, я не говорю, что это торопишься или там... Я знаю, что Фир ты весь прошел, а когда будет что-то наподобие. Без понятия. Как найду что-нибудь, Данил? Что-нибудь подходящее, наверное. Честно скажу. Far Cry хотел, Мафию хотел, Fallen Good хотел пройти еще по Спилфорсу. Ассасины-то тоже у меня ждут. А какие игры есть наподобие Фира? Вольфенштейн, как она там? Возможно. Не-не-не, пока нет. В Outlast пока нет желания. Так, вручите ей подарки. У меня для тебя еще посылка. Что? Ого, как изысканно. Калайские духи и смелый выбор. Скажи мне, бледнокровно, кто это прислал? Кел. Кел, торговец, который раньше подарил тебе цветы. Тот, подумай только, передай ему от меня сообщение. Я хочу встретиться с этим таинственным ухажером. Буду ждать за городской чертой, где пытливые сердца смогут избежать. Ой-ой-ой. Почему ты назначаешь встречу за пределами города? Уединение, мой дорогой бледнокровный, наша встреча наверняка преобразит наши отношения, а для подобного события нужно уединение. Ого. Хорошо. Ты просто находка. Мне интересно, что они по этому поводу мне скажут. Или амнезия. Не, амнезию мне предлагали пройти. Помнишь, это... Игру разработчик мне еще присылала. Там, где мальчик ходит по бункеру. Я уже забыл, как эта игра называется. Вот, интересно. А потом мне говорят амнезию. Я посмотрел, что-то это слишком прям вот эти вот Outlast, вот эти амнезии. Не, ну это прикольно. Каждому свое, и всем не угодишь. Согласен. Ну, может быть, и будет. Кто знает. Время покажет. Подарки вручены. Да. Как она отреагировала? Она хочет встретиться с тобой вне города. Полагаю, твой план сработал. О, бледнокровно. Какие великолепные новости. Я уже бегу. Слушай, ну вот как он бежит, если он подарки не может вручить и говорить о том, что я не могу отойти, потому что тут мои товары. Ну как она назначила встречу, он сразу говорит: о, я бегу, окей. Хорошо. Вот, а как же твои товары? Сам говорил, их нельзя оставлять. Да к нору все мои товары. Хотите забирать, я должен спешить к ней. Ты там осторожней. Чего опасаться, это лучший день моей жизни. А пока не забыл, вот твоя награда. Он назвал тебя находкой? Ну да. Не нравится мне все это. Возможно, следует проследить за ним, просто чтобы... Прошел без единого крика. Да ты сможешь любой хоррор пройти. Подожди, нам проследить надо. А куда? Подожди, ты куда? Стой, он как-то далеко убежал. Да что? Во, вот сюда. Без единого крика прошел. Нет, ну он уже больше как шутер. Зачем там кричать? Зачем нам там кричать? Так, сейчас, ребят, мы посмотрим, что мы сможем прибавить по уровню. По основным характеристикам у нас все пусто. Блок щитом. Шанс блоку щита 35. Здоровье. Шанс блока щита так и остался. Сопротивление, вероятность блока, увеличение урона от атак, восстанавливание концентрацию.
Ладно, пускай будет. Здесь у нас шестое чувство можно. Вот, кстати, я здесь шестое чувство тоже не качал. Please, stop this. Так, там я возьму шестое чувство. Были люди, которые кричали и назвали Фир самой страшной игрой. Да, не знаю. По мне там ничего страшного. Игра интересная, сюжет, ходишь, стреляешь, и все на это. Ну, может быть, кому-то страшно. Я говорю, каждому свое просто. Как воспринимается. Так, подожди, ребят. Подожди, я сейчас немножко запутался. Оказывается, тут по 3 раза можно ауру качнуть. Да, так же, как и блок щитом. Так же, как и шестое чувство. Это надо знать. Вот, мне бы тут... Героя рядом. Персонаж стойкость, необходимый уровень 14. Тут 14 уровень. А здесь я мог улучшить. Видите как? Немножечко прозевал. Вот как и здесь. Что у нас тут? Подожди. Следующий уровень — мстительная лоза. Это вот как раз-таки аура. Необходим уровень 14. Да ты Outlast на одном дыхании пройдешь, как и амнезию. Ой. Так, надо подумать. Стойкость всех способностей минус 10. Ваши заклинания способности требуют меньше концентрации. Понял. Здесь резист. Так. Возможно, мы здесь попробуем взять хилочку, да? Либо атакующие какие-то. Наверное, все-таки хилочку на друида. Да, потом применение, наверное, заклинания. Или хотя следующий 14, возможно, нам надо будет вот эта сторожевая лоза прокачивать. Здесь у нас какие вариации? Косу я здесь разгонял. Следующий уровень — урожай душ. А может Dead Space? Dead Space тоже все части пройдены. Это шутер. Да-да. От третьего лица или там от первого. По-моему, от третьего больше. Так, это подъем трупов. Подожди, я, может быть, даже возьму вот это отравление. А с другой стороны... Что? Так. Жертву частью жизненной силы ради мощного удара. Как я пропустил. Dead Space тоже пройдены. Все части есть на канале. Dead Space... как она еще-то? Все, я весь в сюжете. Где девочка по измерениям там бегала? Я на харде, кстати, прошел Dead Space. Сейчас, ребят. Тщательно изучив запретные магические методы. Я не знал, что ты его прошел. Я взял иммунитет к немоте. Ну ладно, не буду мешать. Да нет, дело не в этом, что мешается или не мешается там. Нет, не подумай, меня неправильно. Просто тут больше... Ты так в сюжет не вникнешь. Больше в сюжетку уворачиваешься и прям залипаешь. Короче, Данил, чтобы я к тому, что интересно, что прошел, есть же на канал зайти, посмотреть, нажать все плейлисты. И все это дело выбрать подробно. Сейчас я про какую игру я говорил. Mass Effect также пройденный, Stalker пройденный, Dead Space пройденный. Окей. Disciple пройденный, Fear пройденный, Disciple 2, 3 пройденный, Метро последний, кстати, не прошел. Dead Space пройденный. Вот, BioShock пройден. Про BioShock я хотел сказать. Тоже все части пройдены. Все записано, все есть.
Все как бы интересно. Знаю. Oh, my fair lady. О, прекрасная госпожа, наконец мы встретились. Да, иди ко мне. Смотри, смотри, она что, его заманивает? Sisters. What? Ух, ничего себе. Help! Kill it. Иди, говорит, госпожа, ко мне, а тут, смотри, такой таракан вылез. Ой, а, у него к осадному вообще резист. Метро Исход я на максимальной сложности прошел, изи игры. Да, я тоже хотел Метро Исход поиграть. Но там много DLS-ов, DLC, ну, то есть потом после основного сюжета вроде как дополнение. Поговори с Келом. No, save. Упаси, Нор, она была A demon. демон, да? That's a thing. Подумай только, я столько денег на нее просадил. Спасибо, что спас меня. I need to get Ну, мне нужно возвращаться к своим farewell. товарам, говорит. Свидание пошло не так, достижение открыто, друзья. Да. Снижает стоимость всех покупаемых товаров. Покупаемых вами товаров. Повышает стоимость продаваемых товаров. Вот это, Ладно, удачи тебе. вот это колечко. Спасибо, что забегал, Данил. Да, и ты не обращай внимания, просто тяжело фокусироваться. Либо мы типа болтаем, либо мы проходим. Просто иногда вот, знаешь, одно с другим не связывается. Как бы все нормально. Спасибо, спасибо за поддержку, спасибо, что забегал. Если надо уходить, то, конечно же, удачи тебе, выздоравливай. Так, я, наверное, одену стоимость. Мне 50 здоровья особо погода не сделает, а 50 здоровья поставлю на своего копейщика. Да, у меня копейщик вообще уже такой вбущенный. И лата у него нормальный, и амулетик нормальный. Oh, yes. Кольцо потом, может быть, поменяем по мере необходимости. Так, верните документ Павану, дождитесь возвращения кузнеца. Ну, мы сейчас прежде всего, наверное, для начала сходим к этому товарищу, посмотрим теперь, как он будет предметы нам продавать. Вот, а потом, конечно, по квесту. Out of the way. Ты допила, да, все? Что это за кольцо вихрей? А, это просто кольцо вихрей. Чего усиливает? А где у них статы-то? Они по 2000 стоят, а статы-то у них где? Кольцо рикошета. Не понимаю я юмора. Смотрите, да, на кольцах, которые я хочу у нее купить, у нее нету ничего такого. Лады, я тогда переключаюсь. И, наверное, все-таки сейчас мы скинем. Что нам не нужно? Амулет эпическое. Stop this. Опять от меня колдун. Что тебе надо-то? Мне надо его кости найти. Все, он испарился. Так, предлагаю что-нибудь продать. Зачарованный жезл продать. Орочи. Топор. Двуручный. Особо мы не разгонимся, но хотя бы 3000 мы с вами с него можем забрать. Меч двуручный. Грязный старый боевой посох. Тип урона, атака. 1900, по-моему, многовато, да? Да, по-моему, многовато. А вот так вот хорошо. Пойдет. Документ. Верните документ. Тут у нас пока никого не видно. Не слышно, не видно.
А, вот они два стоят, каких-то персонажа. Может быть, им и надо одному и второму сдать документы. Бубенцы нет, Альфа. Ну, у вас и вид. Посещали кладбище, и думаю, теперь мы знаем, где искать твою дочь. Главное, не уйти отсюда. Багровый топь, вашу уж, что ж там забыла? Я велела встретиться на выходе из Колоброка. Возможно, это как-то связано с теми орками, нет? Какими орками? А ты не в курсе? Конечно, не в курсе, я уже обожаю... Я же обожаю идиот изображать. Нет, я не в курсе. При чем тут вообще эти орки? Ну, когда-то маг из Круга Гор... Это про этого, из третьей части говорится, по-моему. Как он там был-то? Гор, по-моему, звали его. За нас орк играл. Объявила объединение племен. Это не всем оркам пришлось по душе. Мясники, к примеру, ушли из Баргара и построили город в топе. Ого, вот это новость. Когда можно понять, почему Саареп купил на рынке орчье копье? Так, тебе удавалось что-нибудь узнать о культе спящих? Кое-что узнал. Все расскажу, как только вы найдете мою дочь. Эти орки агрессивны? Сложно сказать. Багровую топь вообще редко изобретает посторонние, но пока что они не проявили интереса к экспансии. Кто их знает, возможно, они действительно хотят лишь, чтобы их оставили в покое. И высокий отец позволил им? Он, конечно, от восторга в ладоши не хлопал, но пока военных действий не предпринимал. Значит, Саареп отправился на болото, полных орков. Меня мало волнует странно оно или нет. Я хочу, чтобы вы отправились за ней и убедились, что с ней все в порядке, сию же минуту. Как нам ее искать? Ну, если там настоящее болото, то сквозь него проходит лишь горская мощенных каких-то дорог. И, короче, я не понял. Мощенных. И вряд... Каких? Мощенных? Ну, тут ее нету. Тут и я так читаю. И вряд ли им много путников. Так, мы без труда туда найдем следы. За дело. Составишь компанию? Нет, не сейчас. Я не ожидал, что мне придется покидать город. Нужно провести еще какое-то приготовление. Выдвигайтесь первое, проведите разведку, потом отправьте гонца, чтобы я смог вас догнать. Найди ее, прошу тебя. Ты хорош. Дождись возвращения кузнеца и верните документ. А, вот он, Паван. Вот твоя бумага. Мне попало священное существо, похоже на медузу. Оно украло одну из твоих бумаг. Я подумал, она тебе еще нужна. Священная медуза? А ты имеешь в виду не Дарья, когти Нора. Как я сам не догадался. Спасибо за помощь, генерал. Бумагу можете себе оставить в знак признательности. Что-то мне подсказывает, что она вам пригодится. Спасибо. Еще что-то? Нам ничего, в принципе, не надо, друзья. У нас все есть. Подожди, а у него еще? Рад вас видеть снова. Так, что ты думаешь? Хитрый план. Подожди, ребята, а я же с ним про это говорил, а у него все равно висит квест. Кузнеца, дождитесь. Найти кость мстительного духа. Может быть, амулетом? Подсветить его. Нет. Я понял. Отправляйтесь в багровую топь. Не вот этого бы найти. Генерала, может быть, поможете? Ну, смотри, найти кость мстительного духа тут точно нету. Тут прямо определенно ничто не указывает. Колоброк. Именно в Колоброке. Так, а давай попробуем тогда... Я не знаю, где искать. Попробуем выйти, посмотреть на карте. Может, где-то что-то там на карте укажет.
Может быть, когда мы с Колоброка выдвинемся. Ну, кости на кладбище, по идее. А где на кладбище? Там вроде все склепы я пробежал, посмотрел. Может, какое-то тело надо найти? Нет, все равно найди кости Мстительного Духа. Сувенир, эмблема. Вот, смотри, сувенир, эмблема, отголоски павших. Так, это лунное серебро. Отнести кости гному-кузнецу. Вот, дождитесь возвращения кузнеца. Найди кости Мстительного Духа. И сувенир. Также здесь. Но я предполагаю, что здесь надо после приходить. Не, все нормально, все нормально. Я пытаюсь понять, где там. По кладбищу, может быть, еще побегать, посмотреть. А куда кузнец удрал? Типа выйти, зайти и все. Видите, как бы его нету. Yes. Over there? Keep it up. I shall follow. Sure. Что-то я не досмотрел, видимо. Нет, определенно не то. Здесь у нас получается кладбище. Что-то я потерял. А где это кладбище? Уходит кладбище, вот оно. Значит, мы сюда тпшимся, да? I'm listening. Yes. Быстрая проверка. Guide us. Кости, 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 кости. Is this the way? You lead, I follow. Не, либо надо искать, знаете, как бывает такое, что находишь какое-то тело на территории, там какого-то персонажа, да, что-то там с ним, допустим, случилось. К нему подходишь и взаимодействуешь. Lead the way. Right away. Еще кузнеца, говорит, надо дождаться, чтобы он вернулся. Не, все равно найди кости Мстительного Духа. Дождитесь кузнеца, найди эссенцию Мстительного Духа. Эссенцию Мстительного, кости Мстительного. What do we have here? Есть какие-то догадки? Может быть, кто-то что-то знает? Или предполагает? Кузнец. Кузнец. Может быть, Мстительный Дух связан с этой Саареп, с дочерью этого капитана? Что это такое было? Кто-то крикнул. Over there? Ancestors, Out of the way. guide us. I shall follow. Ну, вот здесь вот, по идее, Over here. какая-то провизия, да, и все на этом. This way. Тут опять же какая-то скала. Это кладбище. Подожди, подожди, а это что такое? Ну-ка, стой. Tell me. Over here. Stick to the path.
Ух ты, каменный какой здоровый. Похоже, кузнеца здесь нет. But look, Смотри, Верстаке записка: ушел на охоту. hunting. Это нам не сильно поможет. Это я читал. Well, maybe. Но, возможно, скоро он вернется. Guess the smith isn't here. Так, Look, there's a note on his workbench. Gone hunting. на какую охоту-то? Well, maybe he'll be back later. О, дверь разблокирована. Keep it up. Погоди, а здесь я не был. Ancestors, guide us. Ну как не был? Был. Был здесь крабий помет, мы ему собирали. Over there? Был здесь медуза как раз-таки. Please, stop this. Make it quick then. Братан, как тебя? Где тебя найти? Ты мне подскажи, я сейчас найду. Вообще прям. Try to keep up. Ну, это подняться наверх. Да, по идее. Да. You lead, I follow. Out of the way. Может быть, к этому Вильяму сходить? Мы в тот раз призывали. Lead on then. Я так думаю, что надо ждать, пока он вернется с охоты, какой-то квест выполнить и хотя бы с кузнеца определиться, где кости мстительного духа искать, и эссенцию плюс еще. Так, ладно, нам с вами дождитесь возвращения Колоброк, пока это все вот так вот закрывается. Так, на доске доступно новое задание. Я был на доске, мне никакое там задание не дали. Явиться к королеве. Пойдем сходим на доску, а потом тогда на болото. Посмотрим, что на доске. Так, где-то она недалеко. Вот она доска. What's this? Interesting. What do we have here? Бандиты Ока. Бандиты Багровой Топи. Go ahead. Все, зафиксировал. Зафиксировал, взял квесты, пускай будут. Так, это доп. Задание подождет. Сувенир, эмблема, отголоски павших. А, вот тоже дополнительные задания. Здесь будут лихие люди ради общего блага. Среди болотных гнили и тщедушных деревьев нельзя не заметить следы прихода мясников. Территория орков размечена заостренными кольями. Кое-где их уже украшивают головы поврежденных врагов и останки животных. Редкие лучи солнца, играющие на мшистом торфе, лишь ненамного оживляет это царство гнилой древесины и болотного смрада. Давай отправляемся тогда. Да, у нас все как стоит, как обычно. Это две мои лучницы. Да, мне пока так устраивает. Белый типа маг. Trees and waterlogged decay, signs of the Fleshkin's takeover of the mire are everywhere. A row of sharpened sticks, some adorned with the heads of vanquished enemies and animal carcasses, demarcate the orc's territory. The trickle of sunlight on the peat moss is the only splash of cheer against the stench of rotted wood and fermented bog. All right. That's the Так, вот и то. Думаю, самый быстрый способ отыскать Саареп, найти мясников и пообщаться с ними. Fleshkin.
I saw a couple of Я видел несколько следов, которые, кажется, принадлежат оркам. Вряд ли Well, мясники что-то. step to it. Ну что ж, тогда вперед. Make it. Что-то вряд ли мясники что-то. И мне кажется, он хотел сказать знают. Так, друзья, делаем 2 минутки или минутку паузы. Водички, чайку, кофейку, там, кто чего желает. И продолжаем. Я пока быстренько проверю, не писали ли кто-то в чатике. Нет, в чатике пока никто ничего не писал. Всем добро пожаловать. Ребят, да, извиняюсь. Продолжаем. Искать ту самую Саарэб. Это у меня резист, у Эйрева Алерик Эйрев. Резист... только от цвета у него. Это не от цвета, это всеобщая магия. Слабоватая, да? Так, а что тут нам начать? Сразу с постройки нельзя. Рейд, Рейд, позволь мне кое-что спросить. Если ты видишь души, то ты знаешь, наверное, как они отправляются, когда умирают. Oh, yes. О, да, я называю это место долиной великих наслаждений. Там текут медовые реки. И ходят девы с большими цветами в волосах. Flow with honey. Ты шутишь? I am. Ну а то, умерла душа, и все, нет ее, жизнь закончилась. Afterlife. Ясно. Yes. Ясно, понятно. Давай сходим на круг, посмотрим, что здесь. What do we have here? Interesting. Чьи-то останки. Как-то странно. А что я забрал-то хоть? Разыскивается главарь лихих в Оке. Лихих главарь в Багровой топе. Но это мы по адресу пришли с вами. Я это понимаю. Вот, смотри, амулет. Сражаться, должен сражаться, гладиатор. No harm. Подожди, мы не враги тебе. Во имя Зарака. Мишанька, здравствуй. Добро пожаловать тебе. Располагайся. Какой-то он прям, ну.
Действительно орк непробиваемый. 15 тысяч здоровья. Все такие логитик не зашла, мне мышка взял другую. Бывает, бывает. Призрака гладиатора. Задание выполнено. What's this? Степной меч слабости. У него эпическая ловкость. Это надо нам посмотреть с вами это оружие как раз-таки вот на данном персонаже. Это меч одноручный. Урон у нее хорошо. У нее плюс тип урона колющий, дробящий. Слабость, кровотечение. Но это меч. Это типа копье тогда можно убрать. У меня используется могучее копье, одноручное. Да. Ну, тут как бы либо копье, либо меч, а разницы, видимо, нету. Главное, чтобы урона было больше. Я думаю, так правильно. What do you want? Yes, Михась тоже Logitech взял, да? I shall follow. This way. Sure. Опа, смотри, засада. Move in. Let's make it painless. Засада орков. Подожди, но я пока же не могу использовать построения никакие. Ancestors, guide us. You lead. Чтобы построить здесь аванпост, вы должны выбрать героя или повозку с поселенцем. Yes, Keep it up. И тут все такие телеги какие-то разбросаны, разбитые. Yes. Так, давай прикинем. Мы сюда, по идее, сможем пробраться. Stick to the path. die, damn you! Ну же, сдохни, чтоб тебя. Help here! А это кто был? Interesting. Это большой волк был. Nose claws. О, Когтенор, эта тварь меня чуть не одолел. А, вот он, кузнец. Что ты здесь делаешь? You're like hunting. А на что похоже? Охочусь. Я болот. Отличный источник разных редких материалов, которые мне нужны. Smith. Ты кузнец? Случаем не из Колоброка? Do I look like a Я paper? похож на бледнокровного? Естественно, я из Колоброка. Слушай, давай этот разговор продолжим уже у меня в мастерской, хорошо? Мне не терпится выбраться из этой сырой дыры. Кроме того, у меня для тебя будет предложение. Там увидимся. Okay. Обязательно. Так, вот и кузнец. Смотри, все значит, ну, правильно. А я там бегал, что-то искал. Вот теперь еще по поводу Мстительного Духа с кем-нибудь догадаться, поговорить или спасти, может быть, как-то. What do we have here? Сейчас попытаемся тогда обойти тут эту долину. Over there? Посмотреть, что к чему. Опа, опа, там неприятности. Там какие-то другие, видимо, орки. Ancestors, guide us. Lead the way. Литвей. So it must be. А, это гоблины, это не орки. Принял. Конечно, охота следующий левел получить, чтобы аур прокачать. Really? Так, ну все, это мы уже к началу вернулись. Is this the way? Значит, давай по дороге куда-то выдвигаться. Right away. Так, здесь ради общего блага найди орков и поинтересуйся местонахождением Саареп. Эх, осень. Да, не, красиво, красиво. Прям вообще, графа прям огонь. Мне очень нравится. Ancestors. Нас сюда не пропускают, там уже какие-то летуны. Видимо, надо уже это, как это сказать, катапульты, что-то такое строить. Тут довольно-таки красочно.
Ну вот, видимо, это брод какой-то, переход, или что это, дорога. I shall follow. Yes. Это колдун кто? Ты кто? Вообще непонятно. Это темные эльфы, собиратели душ. Скажи, Рейд, это правда, что темные эльфы не хоронят мертвых? There are departure rites. У нас есть свои понимания обряда, ну да. Use, yes. Телам не надо нового применения. Necromancy. Некромантия. Тела доносятся... Intelligence is Нет, тела достаются некромантам, разуму, который превращает их в оружие для силы. who turn them into weapons for the strength. Ancestors. О, предки, как это странно. Strange. This way. Yes. Блин, красиво, красиво. Все равно ходишь прям как это. По какому-то лесу. Over there? Опять же, тут у нас развалины. Давай посмотрим. Пока пусто. Try to keep up. И вот еще одни темные эльфы. Я надеюсь, что у меня люди стоят, а я имею в виду постройка людская, потому как я что-то уже больше привык к людским построениям, нежели чем гномиям или там лесных эльфов, то есть темных. Stick to the path. Is this the way? Да, довольно тут все, смотрите, как обширные поля. Много всего. О, Get quick then. гоблины. Гоблины с королем. Stay close. Что вы тут прячете? Крепкий боевой молот. Палец одноручный против големов. Тяжелый щит. Какой-то редкий. И письмена, да? Забота Нора. Так, наставление от темно-эльфийского священника из мудрости. What do you want? Ребята. Сейчас, секунду. Извиняюсь. Lead the way. Keep it Мы up. сейчас, получается, к тому краю быстрее подойдем. Это ты кто? This Right way. away. Тролль. Вот за них Fallen Good, по-моему, играть надо. Спускайтесь. Во, по дорожке, смотри. Я иду к вам. Они меня палками просто дубасят. I have your back. Ты тролль? Да, вот он, тролль. Storm is coming. Ах. Yes. Как же хочется из-за них еще сюжетик-то пройти. Out of the way. They are fools to challenge us. Ну-ка, коси его. This ends now. 9к здоровья. Ну, это немного. Там у орка было вообще под 15 тысяч. Interesting. Так, очищать все положительные эффекты, немота. Stick А, перк я прокачал рейту, по-моему, как раз и иммунку к немоте. over there. Но зайти мы туда не сможем, они это просто, видимо, как бы, не знаю,
логово, но которое закрытое. Может быть, последующим тут задание какое-нибудь будет. И он скажет, давайте в логово тролля. Так, здесь мы уже упираемся куда-то. Lead on then. И тут закрыто, да? Да, и тут закрыто. Uh-huh. То есть игра нас ведет на то, чтобы мы сначала подошли и взяли основной квест. Attack! Большая огненная виверна. Make it good. Да. Не успел отойти. XP нам, пожалуйста, XP. Ancestors, guide us. Провиант. Interesting. За провиант спасибо. Is this Stay the way? close. Все. Stick to the path. Так выходит, вот она дорога, я пропустил. Пошел сверху к троллям, тут побродил, а дорога вот он на самом деле. What do we have here? Крабий помет. Даже здесь он встречается. Ну ладно. Кузнец будет рад. Lead the way. Over there? I shall follow. Out of the way. Все, теперь только один проход, вижу. Михась, рассказывай, во что там сейчас играешь? Или ты уже все, Fortnite вроде как играл? Keep it up. Завязал с этим делом. Мне пока тут особых каких-то сюжетов нету, диалогов. Шлем перворожденного. Латы. Вот эти латы у меня стоят. Эти чуть похуже. Это у нас вызывающий степной меч. Получает вызов и атакует только источник. Наносит ударный и колющий урон. Эпический топор одноручный я использую, да? Я вытягиваю ХП. От нанесенного урона после успешного критического. Но тут, видите, тут ловкость на 3 требуется. Это, возможно... Это, возможно, пойдет моему этому напарнику, но у него там какой-то орочий. Опять же, меч. Так, ну шлем бы я хотел бы приобрести, хотя, с другой стороны, у меня шлем к здоровью и концентрации. Неудобно, но гораздо выглядывающий шлем украшен рогами. Так, я хочу приобрести у вас вот эти 2 вещи. Это на 14 тысяч. Что мы можем вам предоставить? Мы можем тут посохи скинуть. Посох зимы. Могучее копье и орочье копье. Они, видимо, 2 одинаковых. Вот так вот, да? Ну, такой чисто бартер сделать. Крепкий боевой молот против орков. Так, это мне тоже не надо. Посох смотрителя продать пока не могу. Ну, наверное, незачем. Плюс божественное око, доспех, артефакт, интеллект, воля. Самое главное, мы в плюсе с вами. Уснул, пока ждал твой стрим, что-то меня вырубает после работы. Смотри, какой шлемофон. Да, я видел, и ты мне написал там привет, туда-сюда, там я тебе ответил, смотрю, ты замолчал, но, видимо, думаю, занятый, а оказывается, тебя рубануло. Отдыхать тебе надо, Михалыч.
Не бережешь ты себя. Ну, шутка, конечно, но все равно, если уж отдыхать хочется, почему бы и нет. Так, тогда мы оденем шлем данному персонажу. Здесь у меня выносливости надо на друида, да, чтобы одеть хороший шлем. Ну, получше немножко. Но он, кстати, может этот меч таскать. Так. Даже этот может одеть меч степной. Там меч слабости. Сила, ловкость. Работа мало там, но усталость что-то есть после работы. Может, погода или еще что-то. Бывает такое, знаешь, как бы. Как оно там, атмосферное давление. Я все тоже там говорю, ай, что-то голова там. У меня всегда мне говорят, это какое-то давление. Я имею тещи там лежу на... Так, ну что-то я купил меч и особо им недоволен. Ну как недоволен? У него мало урона. Даже если я предположительно буду бить своим, то у него урона 220-224. У этого меньше. Но так как у него сил меньше раскачано, у него ловкость и сила, да. Если я оставлю для своего, к примеру, мне надо будет прокачать ловкость хотя бы, не хотя бы на 2 единицы. Да, чтобы какой-то профит был. Хотя драконий топор у меня не намного слабже. У меня то чувство, как будто оружие здесь профитнее становится по урону. Это когда оно имеет 2 связанные характеристики. То есть требует силу и ловкость, к примеру. Вот, когда ты прокачаешь силу и ловкости много, он будет в разы больше давать, чем просто вот какая-то топор от силы. Ну, я так предполагаю. Ладно, оставим это все дело. Здесь надо, короче, интеллект качать, чтобы одеть божественное око. Считается, что этот доспех открывает своему владельцу истинную природу нашего мира. Тот, кому посчастливится его носить, более не будет связан всеобщими законами стихии. Что бы это значило? Ну, я бы вот этот одел бы. У меня все для этого есть, да, выносливость, сила воли. Вот интеллект ему нужен. Панцирь Архонта. Ладно, едем далее. Еще бледнокожие пришли поучаствовать в испытании за рака. Предыдущие гости пополнили гору трупов, так что подумайте, как следовать. Предыдущие. Пара розовощеких юнцов. Звали себя, не успел. Наткнулись на чужой клинок. Что такое испытание за рака? Орчий ритуал. Если попросту целый месяц битвы и кровопролития, и вы его сейчас проводите? Посмотрите, какой начитанный темный эльф. Да, проводим. Их к боям допускаются не только мясники. Любой, кто хочет отдать дань уважения за раку, может рискнуть. Но вы здесь. Все же не за этим, как мне кажется. Что вам нужно? Подожди. An orcish ritual. Well, look, anyone who wants to pay Zarek his respects can. But you don't seem to be here for the... В чем смысл боев? Всеотец позволяет вам... Подожди, мы ищем темную эльфийку по имени Саареп. Сао? Эх, пламя Зарака, не знаю, что вам от нее нужно, но обратно ее не ждите. Вождь сделал ее своей принцессой крови. Принцесса крови? Она сюда заявилась при прошлой луне. Мы сначала подумали, очередная дура пришла за богатствами. Ах, нет. Она дралась как демон, силой была дико и утонченна. И вождь сообразил, что она такая на самом деле, принцесса крови. Слушай, она, мне кажется, тоже, видимо, демон. Древняя орочья пророчица гласит, что принцесса не орк, другой расы, и покажет свою силу в испытании, одержав победу. Она возляжет с принцем крови, самым сильным орком племени. Вместе они положат начало новому поколению воинов. Типа орков и демонов как бы скрестить, что ли? А что об этом думает сама Саареп? А как ты думаешь, приняла как честь? Вождь в нее влюбился? Влюбился? Ну, наверное. Но больше зауважал, ведь она откроет нашему племени новую эру.
knows that she's the one Нам нужно поговорить с Сарой. no chance. Никак не выйдет, пока испытание не кончится точно. Да и потом вряд ли она теперь принадлежит вождю. Мы можем принять участие в испытании, освободить ее, когда встретимся в бою. What was that? А что? Never mind. Ничего, мы хотим принять испытание. You're up to something, aren't Что вы так задумали? Traditions. Ваша традиция требует, чтобы ты позволил нам сражаться, или ты боишься, что пара бледнокожих уделает ваших воинов? you? Big mouth. Громкие слова. Ну ладно, хотите, деритесь. Но не надо плакать, когда вас Don't по cry. частям вынесут. Your friends out in pieces. Так, мы готовы сражаться? Good. Хорошо, ждите здесь. Как освободится место, я вас позову. И не говорите, что я вас не предупреждал. And don't say I didn't warn you. Ха, You follow. кровавую яму, мы готовы. Onwards. Без единого слова орк приводит вас в большую пещеру. No intention. Туда кивает он на вход. Явно не планируя отправиться внутрь с вами. Depths. Уже в одиночестве вы долго странствуете меж Cold and сталагмитов, sick. похожих на гигантские зубы, Finally, вдыхая холодный, дурной, пахнущий воздух. В конце концов, издалека доносятся отблески факелов и шума толпы. I think this is it. Итак, момент настал. Орк сказал, что испытание начнется сразу же, как только мы окажемся на арене. Все помнят план. Trying will start as soon. We hold out until Держимся до последнего раунда, встречаемся с Аре, рассказываем ей, кто мы такие, убираемся оттуда вместе с ней. Верно. Shot in the dark. Гарантий никаких, но это все, что нам остается. А если не рассматривать вариант послать наши войска в атаку и не перебить все племя. So time's running Да и out. времени у нас не так много. Если вождь заставляет Саареп сражаться каждый день, кто знает, сколько она еще продержится. Что же, да улыбнется что-то нам. Tell me. Удачи, видимо. Another pale skin. А еще бледнокожая. Вот бедолага. Не хочешь запастись оружием? So, are Ну что, или покупай, или двигай дальше. you look like you can use all the help you can get. Можешь помочь каким-нибудь советом? Something more useful. Более полезным, чем постараться не умирать, увы. Can't help you with that. Хороший совет. Zarak's trying is all about fun. Смысл испытания Зарака в том, чтобы окунуться в кровавую битву, тебе сейчас предстоит. Что там насчет талисманов? You're right. А что они есть? Может, я и нарушу какую-нибудь местную традицию, продавая их бледнокожим? Ну да, и Зарак с ней. Это, считай, костыли, чтобы в одиночку дольше прожили. Make sure you only use them inside the Show me your wares. Покажи нам свои товары. Интересно, что бы это значило? Этот талисман способен обрушить на ваших врагов град ударов или смести их дождем стрел и магических залпов. Мне вот интересно, почему у меня гимн гармонии не работает. Гимн гармонии у меня вот, по-моему, на этом персонаже находится. Да, если мы видим, то у меня вообще... Нет, тут работает. What is it? Вот здесь у меня не работает гимн гармонии. А, не хватает, видимо, концентрации. А что я такого мог снять? Я лишь буквально только поменял шлем. Шлем что давал? Вот теперь понятно, что шлем давал, поэтому давай-ка, дядь, снимаем шлем. Немножечко не хватило концентрации. Теперь смотри, ему не хватает концентрации. Как это любопытно. Listening. What do you need? Do you need me? Тут хватает. Go ahead. Тут хватает. Focus. Have to. Focus. Have to. Я что-то в недоумении. А куда я тогда шлем-то одел? То есть я после уровня бегал без концентрации, что ли? Tell me. Да, вот хитроумие надо было качать. А я, по-моему, шестое чувство прокачал. У меня нехватка с концентрацией.
И при этом он, по-моему, использовал у меня копье двуручное. Ну, выходит так. Вот, конечно, я приплыл. У меня один шлем, в общем, друзья, да. Либо с концентрацией я буду бегать. What do you need? А, нет, стой. А в чем, подожди, интерес? Шлем, короче, написано, что предназначался не для боя, а для участия в церемониях. Причем, заметьте, что если я одеваю... I'm listening. шлем, то концентрация, по идее, у меня хватает, но этот шлем не позволяет использовать какие-то ауры. Make it good. Yes? Любопытный. Do you need me? То есть любому, кому я одену, я буду без всякой ауры бегать. What do you want? Кто знал, кто знал. Ну, ладно, раз уж купил, так купил. Так, идем, короче, в яму... В яму для боя. Спасаем Саурет. Орк смотрит на вас с каменным выражением лица. Ну-ка, ну-ка, новые бледнокожие. Пожаловали, на богатство позарились, значит. Принц крови. Боюсь, что для ваших сородичей что приходили до вас, это плохо кончилось. Это, впрочем, мало что повлияет. Подобно всем, кто приходил до тебя, ты напитаешь эту землю своей кровью. Давай к делу, братан. Взял мышку, прям повезло со скидкой 47%. А поздравляю, Мишанька, поздравляю. Хорошая скидочка. Так, ладно, пускай они пока там что-то дерутся, время от времени будем собирать лут. Интересно, а сколько здесь этапов? Это ловушка, держитесь подальше. Это как с гномом, по-моему, дрались, там тоже вызывал какие-то шипы, что ли, вот эти вот. И мы бегали время от времени от них, уворачивались. Кажется, мы справились. Ну что, или покупай, или двигай дальше. Ну, сдается мне, сейчас любая помощь не помешает. Так, подожди, а куда дальше? А, то есть я должен по ямам, по яме бегать, что ли? Или с вождем разговаривать про следующий этап? Что-то вообще ничего тут не видно. Так, ладно, план отхода здесь посмотрели. Но это не план отхода. Здесь, наверное, видимо, эти туннели, откуда сами ящеры валят. Тут проход вообще закрыт вовсе, да? Ух ты, какие вы побитые и окровавленные. Готовы к следующему? Готовы. Это кто? Это эльфийские какие-то лучники, что ли, темные? Опа, с клинками ассасины. Ну-ка.
Собрались кучки. Take them out. Consider it done. Would you look at that? The Paleskins are still Вот это новость. Бледнокожие все еще стоят на ногах. Думаю, они заслужили передышку. Что скажете? Мы тут деремся, они укают. Давай дальше. Norse claws. Когти Нора, топоны, Out for their топотуны. Что-то отправляйтесь. Правильно я прочитал-то успел? Вроде правильно. Какие-то тираннозавры, наездники, что ли. Да с пауками еще-то посмотри. Norse claws. Stay away from the circles. Это, видимо, они этих пауков призывают. Let's be quick. Так, что у меня еще есть? Вот. Четырнадцатый, да? Покрабить бы. Сейчас 13-й, 14-й надо набрать. По возможности. Я побегаю. О, давай, Мишань, за меня тоже там пару километров, если можно. Move in. Я все себя заставить не могу выйти. That was all of them. Good work. Not bad, Paleskin, not bad. Неплохо, неплохо, бледнокожие. Игра сохранена. Won't be so easy. Изи, говорит. Вы что-то, говорит, изи. Ready. Да мы готовы. Сейчас мы тоже сделаем небольшую пробежку. Водички. His breath. Ух ты. Twisted ones. Многоног. Send a tarantula to an overzealous intelligence necromant and Многоногий, как чрезмерно пьяный некромант разума, получает в свое распоряжение трупы и тарантулов. На свет появляется вот такое. Сейчас, друзья, минуточку сделаем паузы. Мишанька побегал, пошел. Всем привет. Чат работает, друзья. Переходите, пишите, не стесняйтесь. Игра просто пушка по сюжету, в принципе. Да вообще стратегия. Так, продолжаем, извиняюсь. you get this. Watch out for their spells. Так, трупы, да, она, говорит, призывает. Ну, мы, в принципе, можем тоже, по-моему, поднять.
А, теперь их тут две. If I must. Lead on then. I have your back. Такую косу достал, чисто сбрил. Trap, move! Проказ нам. Ну, это уже посерьезнее какие-то противники, если так посмотреть со стороны. Not bad. Обратитесь к принцу крови. Who knows? Maybe these pale skins are... Недурно, недурно. Кто знает, может быть, эти бледнокожие также достойные водители. Каково еще мнение, сородичи? Опять они недовольны. Да что ж такое-то? Соглашусь, отдыхайте. Pale skins were nowhere near done. Да мы вроде как нормально себя чувствуем. Look at you. Ух ты, какие вы побитые. Мы готовы. Сейчас, наверное, Саареп. Breath, what is that? Что это? Жнец какой-то. Посланник Нора, летучего воплощения некромантии. Главное не дать ему времени поднимать трупы, иначе толпа нас просто сметет. Direct any of those corpses here, or else we're up against a swarm. They will die by my hand. Это... Так, а если осадным попробовать? Подожди, что-то я не могу кастовать. Вот так вот давай. Да, с осадным у него сопротивления не так много, и от магии немного. Yes? А, еще один. Trap, move! They will fall. Тогда гасим вот эту летающую. Так, это осадный? Да, вот осадный. Почему-то не... А, вот, закастовал. I shall follow. Сторонку, 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 сторонку. Let us It must be proceed. done. Так, у меня зелье концентрации надо выпить. This is it. Смотри, милишники не могут его достать, только рейд может, да, доставать. Так как он все-таки воздушный, по большей части. Не, а этот уже что-то, смотри, не может атаковать. Так, еще пьем зелье концентрации, атакуем. В сторонку. Try to keep up. Them or us. I shall follow. Fools to challenge us. Так, атакуем чисто рейтом летающего, а остальные пускай бегают наземных, от нас отгоняют. What do you need? Right away. Let's make you painless. So much bloodshed. You knew what you were in for. Вы знали, на что вы идете, но должен признать, вы, ребята, упорные, упорнее, чем я ожидал. Just than I expected. Победа за нами, пока что. Make Последняя передышка. Потратьте на это время что-то. Дай мне только сохраниться, и мы дальше. Сейчас он концентрацию восполнит. Мы готовы. Сейчас, наверное, Саареп вызовет, да? look at you. Ух ты, какие. Так. Ready. There
Вот и она, сородич. Та, что послана нам за раком. Та, что не знает поражения спустя целую луну испытаний. Так, кто займет место возле меня и откроет нам дверь в новую эру? Принцесса крови. Толпа ликует. So that's the А вот и Сареп. Бледнокровная? Вот уж и я не ожидала. Мы пришли за тобой. Катрас твой отец. Чего вы ждете? Сражайтесь. Простите, но я не могу раскрыть себя. Зря вы сюда пришли. By the... What are you doing? We're not your enemy. Shut up and fight. Заткнитесь и деритесь. Походу, она будет бэкстепами, что ли, бить. Типа как ассасин. Так, а где вожак-то? Вожак. Да мы быстро ее убили. Когти! Проклятие, мы помочь тебе хотим, сдавайся, или мы все обсудим снаружи. Нет, не сметь, даже не вздумайте тронуть ее. Вытаскивайте ее оттуда живо. Но испытание требует. Плевать, я хотел на испытание, тебе голову оторву и в задницу засуну, если ты ее оттуда не вытащишь прямо сейчас. Да, вождь. Нет. Ну это нечестно. Испарился. Исчезло. Что уставились? А ну все прочь живо. Все решится на поле боя, на коже. Никому не повезло Никому не позволено безнаказанно поднимать руку на принцессу крови. Хорош вообще. Может быть, он сам тогда спустится, раз уж на то пошло. Сейчас подхилимся. Еще и орком всыпали мы. Ничего не понимаю. Почему она стала и исчезла? Она сказала что-то про раскрыть себя, верно? Возможно, ее парень-наркоман был прав. И она сбежала не за тем, чтобы жить как разобщенная. Возможно, она здесь не просто так. Она что, хочет быть собственностью безумного вождя орков и нарожать ему основателей новой расы? Вот и выяснили. Что бы мы дальше не планировали, боя теперь не избежать. Придется взять штурмом их хал и освободить Сареп. Пора возвращаться, войска наверняка нас уже ищут. Вот так вот, друзья. Вот так, пришли помочь. Теперь, видимо, сейчас будут глобальные какие-то бои. Где-то выйти можно? Да, выйти где-то можно, и это как зашли, получается, вот отсюда. Все решится, говорит, честным боем. Вот тебе и орк честный. За альянс. Везде, да, есть свои предатели. Багровый топ. Так, это мы читали. Сейчас главное быстренько поставить всякие постройки, аванпосты захватить. Генерал, что случилось? С пещеры доносились звуки боя. Долго рассказывать. Пусть бойцы разбивают лагерь. Предстоит битва. Так, точно. Что с дочерью босса? Что с Сареп? Она ранена, но жива. Нам пришлось с ней сразиться, после чего орки ее похитили. Говорю же, долго рассказывать. Вам известно, где орчий лагерь? Да, конечно, мы успели разведать окрестности. Орчий хал на плато к северо-западу. Готов спорить, дочку босса они туда и утащили.
There are also plenty На болоте куча вражеских патрулей. Это надо учесть, когда будем план что-то делать. some armored Да, еще мы заметили бронированных виверн. Надо быть осторожнее и заранее подготовить лучников, чтобы от них отбиться в случае чего. Бронированные. some archers to fend them off. And while I probably don't Вы наверняка и без меня знаете, что нужно приготовиться к in the face, маскированным атакам. Орки, они такие, дай им по роже, так они тебе даже с удвоенной силой ответят. twice as hard. And that's about it. Такие дела. Пойдем искать дочку босса. Ага, если с ней что-то случится, он будет крайне недоволен. We'll handle it. Мы совсем разберемся. Слово сказать, а где сам Катрас? Coming. Скоро появится. Наткнулся на колобродский патруль. Пришлось задержаться. А пока не пора ли нам разобраться с зеленомордными? Так, найди... Я вот честно сейчас опять за орков... Так, ладно, я понял. То есть за орков, за темных эльфов будем играть. Получается. Какие у них там какие-то души надо пожирать, собирать. Так, ну давай предположим, что мне нужен. Домик дровосека. В первую очередь. Камень. Да, нам надо, необходимо. Охотничий домик. Ну, можно еще и ферму. Чертоги боли, это... Чертоги боли я не помню. Вот так вот, давай, хорошо. Это дозорные вышки. Окей. Предположим, мы построили хотя бы какое-то начало, да? Комплект. Let us proceed. Это что за дракон такой? Виверна бури. lead the way. Виверну бури уложили на лопатки. Хорошо. Так, далее. Необходим чертеж. Так, тут улучшения можем делать. Также призраки есть какие-то. Чертоги боли, дозорная вышка. Yes? Знаете, я предлагаю, пока тут все расстраивается, пока вроде как бы собираются ресурсы, выдвинуться, захватить сразу вот здесь вот аванпост и снизу один аванпост. Потому как тут проход вроде должен быть. Yes. И снизу еще также точку надо захватывать. Тут железо One step closer to victory. нам пригодится. Here will not go unnoticed. The outpost is built, General. We've expanded our borders. Давай сразу ставим улучшение. Потом там домик дровосека. Это души. Души собирать. Yes. Our presence here will not go unnoticed. The outpost is built, General. We've expanded our borders. Окей. Так, домик дровосека. Камней здесь нету. Ферму. Также домик дровосека. И также ферму. Вот здесь вот все зафиксировали. Все, 2 точки есть. Но, возможно, сверху у нас отнимут. Кузница. Железный рудник мне нужен. Это когда улучшится уже основная база. Так. Понял, здесь захватили. Building completed. Сейчас бы мне, дай бог памяти, вот здесь, по-моему, We need to collect more echo. покупается собиратель душ. Увеличить здоровье у сборщиков. Камень, больше места для рабочих. Ой-ой-ой-ой. Так, а где домик дровосека? Это ферма. Вот он, домик дровосека. Reserve of stone is low.
А он почему-то не строится. Go ahead. Этот собиратель душ. Keep it up. Looks like a good spot. Go unnoticed. The outpost is built, General. Где-то еще точка. Expanded our borders. О, By my hand. сразу на патруль нарвались. We need more wood. Так, и тут же ферму. Подожди. Камень, шпиль душ. Yes, it will be done. Стой. Тут еще где-то сторожка одна была. Нет. Stay close. Consider it done. Окей. Right away. Окей, захватили, да? Какие дальше у нас планы? Планы у нас каменотесень делается. Тут делается. Вот, железный рудник есть. Железо есть. General, we need more wood. Литейное есть. Так, также тогда сразу здесь улучшаем. Далее. Пища производится. Вот здесь он оказывается, да? Чертоги боли. Призрак, служащий разведчиком, время открывать взгляду. Так. We're running out of iron. Тарантул, топотун. По-моему, вот он шпиль душ. А как собирать-то? Подожди. Мне надо 10 эхо собрать. The storm is coming. 10 эхо, друзья. The company needs more food. А эхо даже без понятия, где брать. Я так скажу. Out of the way. Stick to the path. Это та самая яма, это чертоги боли, или как она у них там? Яма испытаний. Так, принял. Значит, я иду сюда. Для чего я туда иду? Чтобы поставить. У меня здесь ферма. Домик, да? Можем поставить темный храм. General, we need more wood. Литейную не надо, а шпиль душ. Это типа у нас... собирайте покойных... Подожди, отправлять сборщика собирать души покойных, обеспечивают вас эхом. Вот они. Как раз таки они нам и нужны. Здесь у нас улучшение пока что застопорилось. Ферма застопорилась. Sure. Все, пускай расстраивается. Давай на разведку тогда. Лес. Так, на мосту я здесь не мог пройти. Сейчас посмотрим. I shall follow. По сюжету мы немножко продвинулись. Победите принца Кроя. Вот, есть. Stay close. Можем пройти. То стратегия, то РПГ. Make it quick. Да, Мишанька, совершенно верно. Ну тут смотри, и тролли, и вообще все. We're under attack. Нас там кто-то атакует. Ну-ка, отойди, брат. Yes. Лазучик это лучник. Значит, где у меня? General, we need more wood. Мне лазучиков прям на всю вообще катушку. I'm listening. Yes. Соберитесь, почему расплитились? Ребята, нас не так много, ребята. Мы еще и на кладбище залезли. They will die by my hand. Out of the way. It's them or us.
На кладбище, чтобы пройти, надо стенку разбить. Пока не будем стенку бить, сейчас уберем вышки. Let's get this over with. Мне бы время бы немножко. Но это мы на базу, какую-то нарвались. Ну-ка, давай бахнем вот этим. Немножко, давай отступим. Слишком плотно они выдвинулись. Тут еще, видать, герой. Ну, что-то как-то вроде... Чаю по тем временам, когда Desperados 3 часть стримил. Мишанька, да все нормально, а что скучать? Мы прошли, вообще игра замечательная. Как бы, ну, прошли, познакомились. Гектор там, я помню его. Просто братан такой мощный, с топором всех там побеждал. Так, еще попробую призвать. Меня там, правда, снизу какой-то бегает. Ну ладно, я думаю, он один там ничего не сделает. Мне сейчас здесь бы гвардию разбить бы. Сейчас прокастуем. Сила воли, выносливость. Получается, разбили, да? Там опять какой-то герой. Есть. Сейчас колданем. Не, ну долго, конечно. Там еще рабочие подносят материал для восстановления. И мы такие мощные ворвались. То давай всех ковырять. Гонять. Все шикарно, захватываем. That's him, the bandit they're looking for. Ты кто? Let's get this over with. А это кто такой? Какой-то герой. Верховный вожак лихих. А, это доп-квест. Заберите предметы из кости дракона. Там, видимо, души уже собираются. Понемножку. Так. Что-то мы уже... Ваша база атакована. Я думаю, не страшно, что там наша база атакована. Мне сейчас важно здесь построить обязательно лесопилку, обязательно ферму. Да, зайти на кладбище, потом телепортнуться через камень. За всем не угонишься. Может быть, как раз-таки здесь находятся те самые... Как он там, мстительный дух?
Да, точку мне отжали. Мы сейчас вернемся, не страшно. У нас здесь и подготавливаются войска. Как же камера-то? Подожди, где она? Our capital is under attack. I'm ready. Ready? Interesting. They're attacking the workers. Все, бегу. Стой! Where do you need me? Не понял юмора. They're attacking the workers. Со всех сторон атакуют. Ты посмотри на них. They're attacking the workers. Time to reap. Yes. This way. General, we need more wood. Вот хитрые. Let's make it painless. Вот хитрые. Так, что ты меня залип, братан? Что, не хватает что-то, да? Опять я разбитый. Давай лети сюда тогда. What do you need? Yes? Быстрее, уважаемые. They're attacking the workers. Ну вот, правильно, тут еще и герой. Ты глянь. Столица строится, можно вот так всех позвать. I'm listening. Where do you need me? This better be good. Ой-ой-ой-ой-ой, ты куда? It's them or us. So it must be. Все, ребятки. Move in. Кто там нас? Let's be quick. Так, а где мне это вот теперь взять? The workers. Вот он есть. If I must, they will die. Ты посмотри. А их и не видно. Колоссальный ущерб. They will fall. They will die by my hand. Куда побежал? Ай. Опять с непривычки. С нее самой. Так, давай призраков убираем. Строим чисто лазутчиков. Лазутчики — это наши лучники. Сверху нападают. This way. This is it. Make it quick then. Let's be quick. Может быть, типа, время пускай захватывают. Они уже сверху отжали. Attack. Let us proceed. Move in. Тут получается несколько отрядов орков с двух сторон жмут. They must be done. Let's make it painless. Так, какие тут вариации? Вариаций тут вообще никаких. Тут сейчас они захватят данную точку, потом данную точку. Призрак строится. Эти у меня вообще стоят здесь. Камень не могут. Улучшение ждали. Хорошо, тогда не улучшаем. Улучшим потом. Пробуем, значит, не улучшать сначала, а просто делать. И вот поэтому и лес стал. Нажал на улучшение. Да, видите, как оно. Вот он есть. Давай к нашим. Orders? It will be done.
Looks like a good spot. Еда вроде как потихоньку набирается. Но это только еда. Лес, домик дровосека. Камень. Ферма. Так, пока здесь зафиксируемся. Давай смотрим. Все работают. Так, вроде все работают. Здесь у меня строится отряд. Да, строится. Разведчики строятся. Все хорошо. Здесь на ферме пытается улучшение делать, да? Но еда вроде как имеется. Здесь пока тоже ничего не буду строить. Сейчас в норму придет. У меня что-то прям какой-то лес минус. Да, они сейчас будут сверху атаковать, несомненно. Вот здесь бы закрепить бы как-нибудь 2 вышки. Вот шпиль-душ. Это вышки же? Нет, вот дозорная вышка. Вот раз. Вот 2. Придется носиться. Так, открываем, значит, телепорт туда. Идем встречать. Здесь наша основная база. Ну, починитесь вы уже, ребята. Так, отряд пока есть. Придется, видимо, сейчас обороняться этим отрядом. Снизу. Вот он. Кто-то все равно проник. Да как вы вот успеваете? И давай, крестьян у меня там, а? Ай, нехорошие. В обратку. Так, хорошо. Этих тогда мы поставим сюда. На дозор. Лучников. Так, здесь у меня какие дела? Здесь какие-то дела, что они у меня сами побежали уже дальше. Отбивать свою точку. Виверну надо снять. Кастуй, брат. Все хорошо. Точку пока не будем там развивать и так далее. Здесь что у нас опять улучшение требуется? Здесь что? Тоже ждет улучшение. Улучшение 39%. Так, вы что-то отстали от моих. Соберитесь. Тут какие у нас дела? Постройка. Все надо ждать. Кто-то проник. Пока собираем. Что ж так с лесом-то тяжело у меня? Да, ребят, смотри, неплохо. Вопрос только в другом. Кем-то надо их регенить. А так молодцы. Что-то отбивает. Каменотесня. Так, войска. Не понял. Да, подожди, ты дай мне вот это выбрать. Получается. Стоять на месте. Получается, мне надо раскачать.
Цитадель. Так. Цитадель улучшения отменяю. Пускай тогда сначала мы сделаем максимум численность плюс 20, да, чтобы побольше лучников, побольше отрядов в оборонку. Здесь опять же почему-то стоят у меня. Нехватка всего идет. Тут нас забайтили. They must be done. А ну не тронь. Охотничий дом. А вы где? Смотри. Тут нет никого. А, на ферму все нормально. Дозорная вышка тут тоже вроде как нормально. Так, туда войска отправятся, да, сейчас улучшится. Ух, нет, привыкнуть надо за темных эльфов. А вы что стоите? Короче, я понял, тут закончилась... тут закончилась еда. Закончилась это, фауна местная. Поросята там всякие. Кабанчики. Надо еще ферму ставить. Ферма это такое, чисто на какое-то время там. Давай я сломаю, тогда здесь еще ферму ставим. Вот так вот. А здесь пускай ломается. Что там сверху-то все происходит? Все, он нападает и нападает, этот герой, а? Стоим, 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 ждем, ждем, ждем. 39, ребятки, ну, не подкачайте. Здесь вроде отбивается. Опять численность. Все, сейчас заберем 6 леса, хорошо. Здесь у меня что-то еще никак не отремонтируется. Дерево, дерево, дерево побольше. О, закончена ферма. Плюс тут еще ремонт идет, видимо, лес уходит. Сразу, короче, огреб, потеряв типа пару аванпостов, потом на мою базу напали. И получается так, что вот везде лес надо. Там ремонт, тут постройка, тут там постройка. Может быть, типа поторопился сначала. Можно попробовать отменить. Можно попробовать пока отменить построение, ремонт. Чтоб на более важные дела ушли средства. Все, не бегите. Ты смотри, они дразнят, они байтят. Вот я как только камеру отвожу, вот эти вот гоблин начинает байтить. Так, ну что, давай, домик дровосека есть же? Есть. Тут какой-то домик. Где домик? Тут литейная. Ферма. Железный. Есть дровосек. Пока уберем отсюда. Пока уберем с литейной. Дровосека, давай, пожалуйста, вот сюда. Больше дровосеков. Ты смотри, вот не дают житья и все. Хотя, с другой стороны, здесь можно как-то на передовой держать этот участок. Не подпускать их. Ну ты посмотри. Не, ну ты
Ты куда ты побежал-то? Остановись. Stick to the path. Ну байтит. Ну видно, что байтит. Забайтил нас на бег. General, Надо улучшение, надо все делать потихоньку. Давай, растем. Камень есть. Вот с лесом. Лес. Тут что с лесом? Ферма, камень по одному. Значит, здесь еще улучшаем точку. И сразу поставится лес. Так, теперь там лучников снизу вроде хватает. Можно мне еще... Вот, лазутчиков. Understood. Кстати, лазутчики тоже требуют лес. Ни много ни мало, но все равно. where you need me. Здесь построить. Давай, кстати, здесь попробуем построить домик дровосека. Вон, 3 дровосека сейчас будут колотить. А может быть еще? Вот сюда вот по дровосекам. Сейчас улучшение сделаем. Yes? Let's make it painless. Я думаю, это нормальный буст. И встали. А чё встали-то? Не понял. Он ждет дерево, пока построится. Зафиксировал. Леса-то нету. A storm is coming. Да, собираем. Вот он как собирает. Вот раз, смотри. Все собрал. I have your back. Building complete. Ну, у меня долгое развитие, друзья, я так скажу. Я прям понимаю, что долго развиваюсь. Изначально стартанул куда-то, не в ту сторону. Вот тоже стоят у меня. I'm listening. Ready? Хорошо. Пока терпим. Если что-то там как-то, я думаю, мы тут отмахаемся поначалу. It must be done. Основной ресурс копится, а с лесом главное решить это все. Yes? Вот они настырные, конечно же. Ладно, покуда вы там деретесь. У нас, кстати, есть параметры, ребят. Мы можем прибавить. Я там вроде хотел ловкость на 1. Хотя ловкость мы можем кольцом в последующем прибавить. Гоним силу. Потом все остальное. Тут также я у него ауру прокачаю. Концентрация в секунду. Да, аура есть. Over here. We're under attack. Как вы с соло туда убежали? What now? Where do you need me? Лучников тут уже такой неплохой отрядец. What is it? Yes? Так, тебе, братан, тоже ауру. Так, и параметр. Что ему прибавить? Это ловкость, выносливость. Да, давай тебе выносливость тоже до конца разовьем.
Численность у меня, смотрю, 60. Так, тебе, брат, тебе интеллект по-любому. Там доспех есть неплохой. Далее. Вероятность насылать немоту. При успешной атаке с повышенной вероятностью крадет часть концентрации жертвы. Можем косу, можем проклятие. Я, в принципе, и тем пользуюсь. Давай проклятие возьмем. Губительная земля. Так, ну и мой этот друид. Друид у нас вызывает кровотечение, вызывает эффект замедления. Улучшаем ему тоже ауру. Вот только вопрос в том, что ему тут взять. Если у нас связана сила, вот это каменные шипы сила, а здесь осадный урон, силы и выносливость. Давай-ка, наверное, я тебе силу возьму. Может, кстати, меч тоже одеть, как вариант. Да, тут лучники хорошие. Тут их много. Тур-тур-тур-тур расстреляли. Хорошо. Тут у меня есть отряд. Да, есть небольшой отрядец. Можем поставить вот сюда на передовую. Чисто подход охранять. Ну, никак не построить, что ли, у меня лесопилочку. Да ты глянь. Что ж творится-то? Вот. Здесь пошло построение, друзья. Здесь все хорошо. Подожди, сюда не надо. Здесь пошло построение. Так. Увеличит максимальную численность. Так, лес пошел, да? Давай также улучшаем. Ребята. Атакуем. Понял. Дозорная вышка вообще никак не работает. Сейчас, стой. Там еще какой-то есть. Вот он. Ну, слушай, хоть здесь точка, друзья, построилась, и то уже как бы приятно. Сейчас еще улучшение по дровосеку можно по ферме сделать. Смотри, сразу сколько ринулось туда. По железному руднику литейная пошла. Во. Снизу пока что они тоже в ожидании, да? Фермы там прочим. Мы потом там все это обустроим. Мне важно, что здесь. Максимальную численность. Улучшение точки. Улучшение вот этих ресурсов. Ну, чуть-чуть. Еще. Еще чуть-чуть. Так, а этими мы, если на разведку немного вперед выдвинемся. Тут вышку не могут построить. Что-то там технологии мы сделали. Да, теперь численность у нас тут выросла. Пытаемся рабочие перевозки, максимальная рабочие перевозки. То есть будет обмен получше идти, да? Зафиксировал. Давай собираем души. Еще можно собрать? Ну, остановись. Да постой ты, подожди.
Все, стоим ровно. Закончено построение, да, аванпоста. Не все так просто, да, как казалось бы на первый взгляд. Сейчас я думаю такое, ага, туда, сюда, там. 2 на литейную, 2 на железный рудник. Дровосеков пока мало. Подожди, дай-ка я с фермы тогда сниму, больше укомплектуем сюда. Литейный нам тоже пока. Вот на дерево поболее. Yes? Building completed. Так, соберитесь. They will die by my hand. Ancestors. Out of the way. guide us. Right away. Let's be quick. Yes. Come here. А, нежить опять, что ли, поднялась? А уже темно. Да, слушай, есть немного, мешай. Ну что, у нас зима на носу скоро. Готовимся. Так, как вы думаете, точки эти мы будем забирать? Стоит оно того? Или может все-таки здесь подождать? Просто пораскинуть. Is this the way? It's them or us. Мне желательно, чтобы они снизу больше сделали построек. Time to. Пока зафиксируемся, здесь остановимся. Looks like a good spot. Давай точку заберем. The outpost Без всякого развития. Вон тут лес есть, еда. our borders. Еще лес. Какой-то лут. А, я ж того-то не собрал лут. Драконий арбалет двуручная. Сила 6. Yes. Come here. А, вот и квест. Как раз таки нам про тот арбалет и говорилось. Let Ну, us и опять смотри, это прилетает виверна. What is it? Так, здесь пока ничего не завоем. Тут смотрим. Тут нас атакуют. Тут нас пробили даже. Немножко оттянуться. What now? Блин, их забайтили полотряда. Они побежали вперед. Тут все-таки время требуется на то, чтобы хотя бы вышки какие-то были построены. I'll strike from within. Тут есть у них стоять? Остановка, движение, остановка. Вот, все. Остановитесь. Еще один отряд. Тут тоже, смотрите, гоняют этих Building completed. вражин. Так, вышки можно сразу усовершенствовать камнем, да? Тут вроде строится, тут укрепленный надо аванпост, чтобы больше рабочих и т.д. делать. Все, давай, немного уже разошелся. Лесок есть. Тут хорошая лесопилочка. Здесь у меня что с лесопилкой? Здесь строят лесопилку, здесь уже таскает лесопилку. Значит, здесь тоже надо укреплять, чтобы больше было народу. Норм. Building completed. А здесь тоже можно 2 укрепленных ставить. Где-то вот здесь. Да, у нас шпильдуш. Так, дозорная вышка. Здесь, Здесь, значит. Building completed. Наверное, здесь. Даже вот так бы я поставил. Yes? Да, я понимаю, что здесь надо лесопилку ставить. Вот так вот. General, our research has yielded a new Я думаю, нам на все про все хватит. Так, есть у меня какие-то еще лучники.
Так, спящий нет, вот лазутчик. Ставим лазутчиков. Этих лазутчиков туда на помощь отправляем. Здесь также постройка идет. Да, все, потихоньку, помаленьку начинаю уже расстраиваться. Здесь ферма, дровосек. Также ставим тогда улучшение. Домик дровосека, кстати, за камень, да, улучшается. Камня у нас предостаточно. Здесь то же самое. За камень. Смотри, смотри, откуда бьют. Значит, вы здесь можете поставить дозорные вышки. Все, укомплектовываемся. Ох ты ж. Так, тут не достроили. Немножко назад оттянитесь. Вот здесь вот остановка. Так, этим, походу, закон не писан. Все, остановка. Сразу улучшить нельзя. Но это я как раз-таки ради общего блага, да, пробираюсь к квесту. Отлично. У меня кузница где-то есть. Я, наверное, построю здесь кузницу одну. Каменотесне нужен лес. Можем попробовать улучшить. Дровосека. Подожди, а что мне на домик дровосека не хватает? На ферму есть. Все, улучшаем. Главное, чтобы не стопорнулось. Тут также улучшаем. Отлично. Так, какие тут дела? Переплавлять железную руду, слитки. Больше места для рабочих. Да у меня, в принципе, и так их не хватает, наверное. Хотя, с другой стороны... Так, еда. Давай сделаем. У меня 2 в запасе было. Отлично, отлично. Дальше. Не, дальше не дальше. У меня уже все, друзья. Я весь в игре. Я что-то уже даже и не разговариваю по большей части. Попробовать выдвинуться. Как вы думаете, поможет ли нам это? Тут, конечно, я много вышек забабахал, ну а куда деваться? Можем сразу строение пробовать бить. Вот, -2. Еще какие-нибудь прокастики там. Так, у нее откдешилось. Давай еще попробуем. Нет, мне надо вот это вот. Чтоб постройки бились. Сейчас наберем еще, побьем. Раз такие души улетели. Что-то они там строят.
Хорошее заклинание. Гнев земли. Да, сила или выносливость. Победите принца крови его войска. Это все, друзья. There she is. Вот она где, теперь рассказывай. И не слышно, когда Катрас прибудет. Саре, проклятие, что они с тобой сделали? Что-то она у столба, что ли, да? Hello? Ау, ты нас слышишь? Вы все испортили. Месяц подготовки. Мой единственный шанс. А вы все испортили, кретины. All right. I think Так, мне кажется, настало время объяснений. 3 луны назад ко мне пришли из разума. Сказали, что заметили мой талант и хотят дать мне шанс поступить в родник. Я бы тогда стала спящей. a sleeper. Спящие? Ты так говоришь, словно это что-то достойное. Саре, ты хотя бы немного представляешь, чем они там занимаются? You in a cellar for Тебя несколько месяцев запирают в подвале, заставляют убивать голыми руками, издеваются над тобой, пока ты не пожалеешь, что на свет родилась. you want. Тебя там сломают. Я знаю цену и готов заплатить ее во славу царства. Фига себе. You don't seem to value Похоже, ты не слишком ценишь собственную жизнь. Это из-за того парня, Тевоса. Devos. Тевос? Тевос, подонок и наркоман. Ему одна дорога на дно к разобщенным. Его счастье. Я смотрителям не рассказывал о всех его художествах. Мне повезло, что все так закончилось. Он был для меня простой обузой. Катрасу там все действительно настолько плохо. Значит, ты бежала из Колоброка не из-за письма. You didn't flee Ca- Какого письма? Так оно было от тебя. Нет, не из-за него. Ты тут вообще ни при чем, отец. Это была секретная операция, испытание моих способностей. Высокий отец хочет изгнать орков из топи без применения сил. Мне бы было поручено заручиться их доверием и призвать кое-что из разлома. Свирепая чума из иной реальности вмиг бы расправилась зеленокожими, никогда бы никого не заподозрили, что к этому признаны темные эльфы. Подожди, по-моему, с чумой мы как-то разбирались. Про всю эту бредятину с принцессой крови я и знать не знала, пока не попала сюда. Но хоть было и не скучно ждать, пока появится нужный разлом, а вместе него появились вы и все испортили. Я провалила задание. So, И что будем делать дальше? Я не знаю. Join the Black Company. Присоединяйся к нам, стань частью черного отряда, будь рядом со мной. Я понимаю, ты меня не знаешь, но я твой отец, и я хочу. У меня уже есть отец, высокий отец. А ты изгнанник, отщепенец и предатель царства. Твое счастье, что я ранен, а теперь закончи начатое и добей меня. Я не вернусь в Колоброк с поражением. Let's go. Весь прикол в том, что пока они, темные эльфы, проходят испытания, им стирают память, да, а он, типа, отец. Я, говорит, отец. Он говорит, а я не помню, что ему был отец. Вот так вот. Вот такие вот испытания у них. Won't she report us? Если мы оставим ее в живых, не сообщит ли она обо всем высокому отцу? Сообщу, будь уверена. Will you report? И о ком ты ему сообщишь, а? Я же изгнанник и отщепенец. Ты даже имени моего не знаешь. Avon. Leave her bandit. Паван, оставь ей бинтов, еды и воды, а теперь уходим. Мы примкнем к генералу, как и было обещано. Then let's go. We'll join General Arev as we promised. we can't take the Мы risk. не можем рисковать. Или она пойдет с нами, Or dies. или умрет. Нет, генерал, забудь. Тронешь мою дочь, и меня, ни отряда, больше не увидишь. Он прав, оставь все как есть. Мы получим то же, зачем пришли. Хорошо, я сообщу, тогда мы будем готовы уходить. I'm leaving now. Но я вот ухожу, догоняйте. Фига себе четко. Let's tie up any Тогда давайте сворачиваться, нас ждет долгий путь. long journey ahead of us. I still can't believe all До сих пор не верится. It did. Увы. Что-то там увы говорит. Так, следующий уровень ауры у меня уже недоступен. Я вот пока там тыркал-мыркал, я даже не успел посмотреть. Походу нет.
Ладно, но моим милишникам как минимум надо блок щитом здоровья какой-нибудь развивать. Ауру поддерживать, вот концентрацию немножко подразвить. Тут еще здоровье можно улучшить, да? Oh, yes? Тут магия... Ну, короче, да, ребят, вы поняли. Тут слишком все так вот. Развивай, да не хочу. Мечишка-то я купил, но здесь сил мало, чтобы он был такой по урону колоссальный. Ну, можно ему, кстати, одеть блок какой-нибудь, щит там. У него тоже есть он щит, удар щитом, как вариант. Но хороший у него алебарда драконья. Make it good. Ну и колдун тоже, да, соответственно. Ну, что ж, друзья, я, наверное, думаю, на сегодня закончим. Да, так неплохо повоевали в целом. Надо бы эти топи еще обойти. Я имею в виду обойти территорию, посмотреть. И, возможно, мы где-то какие-то моменты упустили, типа лихие люди. Но это другие места. Здесь, по сути, ничего такого больше не должно находиться. Если только в виде каких-то руин, развалин, там тролли-орки будут охранять. Надо подсобирать рудники и так далее. Ребята, да, с ним мы тоже поговорим. Давайте будем, наверное, на этом заканчивать сегодняшний наш стрим по Spellforce Soul Harvest, пожиратели или пожинатели душ. Вот. Встретимся с вами завтра. Либо, я не знаю, что запилим, может, Хотец, может быть... Спасибо за стрим. Может быть, дальше будем Spellforce проходить. Вам большое спасибо за поддержку, что приходили, что пообщались где-то как-то. Хоть получается у меня, когда в сюжет я вчитываюсь, вообще как бы не вариант комментарий читать. Ну, сори. При всем уважении, мне так не получается делать. Да и вроде и там пытаешься как-то вникнуть, вроде и тут. Вот. Так что от души всем, ребята, рад был всех видеть, всех, кто залетал, заходил. Да, встретимся с вами завтра еще раз. Давайте, с вами был Михаил, канал BioStream. Всем удачи, добра. До новых встреч, всем пока.